С вами канал Фронтовая кинолетопись, и сегодня вашему вниманию кинохроника штурма города-крепости Тарнополь. В ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной операции войска 60-й общевойсковой армии Черняховского и 4-й танковой армии Лелюшенко прорвали немецкую оборону и вышли на подступы к Тарнополю. По приказу Гитлера 10 марта Тарнополь был объявлен фестунгом, городом-крепостью, который немецкие войска должны были удерживать до последнего солдата. К 23 марта немецкий гарнизон был полностью окружен. Для решающего штурма Тарнополя привлекались силы 15-го стрелкового корпуса генерала Людникова, усиленного 1-й гвардейской артиллерийской дивизии, а также 4-й гвардейский танковый корпус. Необходимо отметить, что к тому времени дивизии корпуса имели всего от 40 до 60% от штата, поэтому основная ставка была сделана именно на 1-ю гвардейскую артиллерийскую дивизию, которая представляла собой грозную силу и имела на вооружении тяжелые орудия калибром 122 и 152 мм. К 20 марта гарнизон крепости составлял примерно 4500 человек при поддержке 7 САУ и 1 бронетранспортера. Ядром гарнизона стал 949-й гренадерский полк 359-й пехотной дивизии вермахта и батальон Демба, который перебрасывался в критические моменты на самые сложные участки обороны. Для стабилизации положения в районе Тернополя 23 марта немецкое командование бросило в бой 507-й танковый батальон «Тигров», которому удалось сдержать наступление советских войск на Езерну, но это никак не повлияло на действия 4-го танкового корпуса, обходившего Тернополь с юга. Стремясь прорваться в окруженный нашими войсками город, немцы создали мощную боевую группу «Фрибе». Тем не менее, благодаря действиям вовремя подоспевшей 8-й гвардейской истребительной противотанковой артбригады, враг был остановлен. С 29 по 30 марта советские войска безуспешно пытались ворваться в городские кварталы. Согласно новому плану штурма, командир 15-го стрелкового корпуса Людников рассчитывал ударом по центру города рассечь гарнизон на 2 части и уничтожить их по частям. 31 марта 1944 года стрелковые батальоны 302-й стрелковой дивизии полковника Кучеренко завязали бои на восточной окраине города. В 15:00 началась артподготовка по разрушению опорных пунктов и огневых точек противника. Через полчаса обрушила свой удар бомбардировочная авиация 2-й воздушной армии. К 5 часам вечера передовые штурмовые группы вышли к железнодорожной станции. В северной части города наступала 12-я гвардейская танковая бригада. Потеряв 9 танков, ее остатки были подчинены 302-й стрелковой дивизии. К 1 апреля немецкий гарнизон снизился почти наполовину. В строю оставалось чуть более 2000 человек. К исходу 1 апреля советские войска овладели железнодорожной станцией, и подразделения 825-го стрелкового полка приступили к штурму наиболее укрепленной части города, примыкающей к центру. 3 апреля в ходе упорных боев в центре города продвижению наших подразделений мешала городская гимназия, которую немцы превратили в прочный опорный пункт. Несколько попыток штурмовых групп выбить немцев из здания гимназии оказались безуспешными. Для ее штурма были организованы 3 штурмовые группы под командованием младшего лейтенанта Гусарова. Во второй половине дня началось общее наступление всех штурмовых групп полка, и к концу дня гимназия была взята. Стоит подчеркнуть, что большой урон наступающим советским войскам наносили самоходные орудия немцев, которые умело меняли свои позиции. С 5 по 6 апреля немецкая авиация ударами с воздуха пыталась замедлить продвижение советских войск, которое к тому времени уже застопорилось. Тем не менее, штурм города продолжался. Также необходимо отметить, что обе стороны в боях за Тарнополь использовали штрафные части. Так, в ходе уличных боев был полностью уничтожен 500-й дисциплинарный батальон вермахта. 10 апреля Черняховский приказал нанести по окруженной группировке противника удар с воздуха. В течение 2 суток самолеты сбрасывали бомбы на наиболее укрепленные опорные пункты и узлы обороны немцев, которые в промежутках между бомбежками штурмовали бойцы дивизии полковника Кучеренко. 11 апреля в город вошел тяжелый самоходный артиллерийский полк, вооруженный новейшими самоходками Су-152. Именно в Тарнополе
Впервые отрабатывалась практика ее использования в уличных боях по уничтожению укрепленных точек. Мощность ее пушки была настолько большой, что после одного залпа от дома оставалась лишь груда битого кирпича. Но их действия на узких кривых улицах Тарнополя были ограничены. Не хватало пространства для того, чтобы как следует развернуться и бить прямой наводкой. В то же время советские войска на подступах к городу отражали мощный немецкий деблокирующий контрудар группы Вернера Фрибе. 15 апреля при отходе из Тарнополя погиб комендант крепости фон Найндорф, а в ночь на 16 апреля, в последний день штурма, уцелевшие немцы двумя группами в 700 человек, несмотря на приказ Гитлера держаться до конца, пошли на прорыв в районе Заграбили. Из окружения вышли только 55 человек. Провалилась и попытка немцев со снабжением окруженного гарнизона по воздуху. Наши истребители сбивали транспортные самолеты противника на дальних подступах к Тарнополю. А те самолеты, которые все же прорывались к городу, сбитые с толку дымом горящего города, сбрасывали контейнеры в расположение наших войск. В ходе упорных и продолжительных уличных боев войска 60-й армии Черняховского разгромили окруженный гарнизон немцев и полностью овладели областным центром Украины, городом Тарнополем. Потери советских войск при штурме крепости составили 2876 человек убитыми и почти 12 тысяч ранеными. В боях за город особо отличилась 302-я стрелковая дивизия под командованием полковника Кучеренко, получившая впоследствии почетное наименование «Тарнопольская».